Армения отворачивается от России. Потеря союзника. Падение поддержки России в Армении стало одним из наиболее заметных геополитических сдвигов последних лет. Политика Москвы, ориентированная на сохранение статуса кво, привела к ослаблению стратегических связей, формировавшихся десятилетиями. Отношения между союзниками резко ухудшились после войны 2020 года, когда Россия не вмешалась в конфликт в поддержку Еревана, а затем окончательно обострились из-за ее пассивности в 2022-2023 годах, когда Азербайджан добился контроля над Нагорным Карабахом, несмотря на присутствие российских миротворцев. Еще несколько лет назад пророссийская риторика была обязательным элементом армянской политики, однако сегодня она скорее воспринимается как фактор репутационных рисков. Обвинения в излишней лояльности Москве стали инструментом внутренней борьбы и способом дискредитации оппонентов. Начиная с конца 90-х годов, Армения строила систему национальной безопасности вокруг стратегического союза с Россией. На ее территории размещена 102-я военная база в Гюмри. Страна вступила в ОДКБ и ЕАЭС. Москва играла ключевую роль в карабахских переговорах, а в Ереване полагали, что именно российское присутствие сдерживает Баку и Анкару. Эти ожидания рухнули после событий 2020 года. Россия вмешалась лишь на финальной стадии конфликта, а в последующих кризисах предпочла оставаться наблюдателем. После 2022 года Армения заморозила участие в ОДКБ, отказалась поддержать Россию в войне против Украины, активизировала сотрудничество с Францией и Индией, пригласила миссию наблюдателей ЕС, подписала декларацию о партнерстве с США и публично заявила о намерении двигаться к членству в Европейском Союзе. Сдвиги заметны и в общественных настроениях. Если в 2018 году 87% граждан оценивали отношения с Россией как хорошие, то к 2025 году этот показатель снизился до 42%. В то же время 89% положительно относятся к Франции, 73% к ЕС и 69% к США. Этот разворот отражает стремление к поиску новых гарантий безопасности и экономической устойчивости. Тем не менее, структурные ограничения сохраняются. Армения остается членом ЕАЭС, а ее экономика по-прежнему тесно связана с Россией через торговлю, энергетику и денежные переводы. Полный отход от Москвы станет долгим процессом, требующим реформ, переориентации экспортных потоков и формирования новых внешнеэкономических альянсов. Параллельно в регионе развиваются процессы, демонстрирующие усиление роли Азербайджана в многосторонних форматах. 13 октября в Баку состоялась трехсторонняя встреча представителей правительств Ирана, России и Азербайджана. Азербайджанскую делегацию возглавил вице-премьер Шахин Мустафаев, российскую – вице-премьер Алексей Оверчук, иранскую – министр дорог и городского развития Фарзана Садик. По итогам переговоров стороны договорились о создании рабочей группы для подготовки плана действий по увеличению объема перевозок по международному транспортному коридору Север-Юг до 15 миллионов тонн в год. Также принято решение о формировании отдельной группы по автомобильным перевозкам, в которую войдут представители таможенных, пограничных и транспортных ведомств. Подчеркнута необходимость упрощения процедур пересечения границ и цифровизации логистических процессов, а также продолжение обсуждений проекта соединения энергетических сетей трех стран. Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев сообщил, что строительство транспортного коридора Арас, соединяющего основную часть Азербайджана с Нахичеванью через территорию Ирана, завершится к празднику Навруз, 21 марта следующего года. По его словам, мост будет готов до конца текущего года, а таможенная и пограничная инфраструктура – весной 2026 года. Проект, по оценке Баку, имеет стратегическое значение не только для Азербайджана, но и для всей Евразии, формируя альтернативный маршрут на фоне изменения геополитической карты региона. Таким образом, Южный Кавказ переживает масштабное перераспределение центров влияния. Армения делает ставку на западный и азиатский векторы,
в то время как Азербайджан усиливает взаимодействие с Россией и Ираном через инфраструктурные и транспортные проекты. Эти разнонаправленные процессы демонстрируют окончательное смещение регионального баланса от системы союзов прошлого к новой многополярной конфигурации, где экономические коридоры становятся не менее важными, чем военные альянсы. В свою очередь отметим, что весной сего года присоединение Армении к соглашению о создании международного транспортного и транзитного коридора между Ираном, Оманом, Катаром, Туркменистаном и Узбекистаном, известному как Ашхабадское соглашение, рассматривается в экспертных кругах как одно из наиболее прагматичных и стратегически выверенных решений армянского правительства за последние годы. Это шаг, способный изменить транспортно-логистическую карту региона и предоставить Армении новые экономические и политические возможности. Основная цель соглашения заключается в создании устойчивой системы перевозок и транзита грузов и пассажиров между странами-участницами. В рамках этой инициативы предполагается упрощение мультимодальных перевозок, оптимизация транспортных расходов, повышение уровня безопасности на маршрутах, а также укрепление транзитного потенциала государств, участвующих в проекте. Для Армении это открывает перспективу формирования собственной логистической базы, способной связать Южный Кавказ с рынками Ближнего Востока и Центральной Азии. Особое значение в данной цепочке маршрутов играет Иран, который становится ключевым звеном транспортного сообщения. Через иранскую территорию открывается доступ к портам Персидского залива, включая Бендер-Аббас и Чабахар, что позволяет соединить сухопутные маршруты с морскими путями, ведущими к странам Аравийского полуострова. Для Армении это создает возможность выхода из многолетней транспортной изоляции и формирует альтернативные пути сообщения, минуя сложные геополитические направления. С точки зрения региональной логистики, включение Армении в данный проект также усиливает направление север-юг. Оно предполагает соединение России, Кавказа, Ирана и стран Персидского залива в единую транспортную цепочку. Такое взаимодействие способно не только снизить издержки на перевозки, но и придать Армении роль связующего звена между севером и югом Евразии. Экономическое участие в Ашхабадском соглашении может стать для Армении инструментом диверсификации внешней торговли. Оно открывает путь к более широким рынкам, способствует согласованию транзитных документов и упрощению таможенных процедур и создает недискриминационные условия для транспортных компаний стран-участниц. Это позволит формировать новые логистические маршруты, повысить конкурентоспособность армянских транспортных операторов и укрепить экономическую устойчивость страны. Кроме того, проект согласуется с инициативой правительства Армении под названием «Перекресток мира», направленной на развитие коммуникаций и транспортных связей в регионе. Присоединение к Ашхабадскому соглашению усиливает северо-южное направление этой программы, делая акцент на интеграции с дружественными странами и снижении зависимости от нестабильных внешнеполитических факторов. Тем не менее, восточно-западный вектор транспортных маршрутов остается предметом сложных переговоров. Существующие противоречия между отдельными странами региона, включая дискуссии о вопросах безопасности и контроля на пограничных участках, затрудняют практическую реализацию некоторых направлений. В этих условиях Армения стремится развивать более надежные коммуникации через Иран, что рассматривается как наиболее устойчивое и предсказуемое направление. В целом, присоединение Армении к Ашхабадскому соглашению можно рассматривать как попытку укрепить собственный транзитный потенциал, выйти из ограниченного транспортного положения и включиться в систему международных маршрутов, соединяющих Европу, Ближний Восток и Азию. Это решение отражает стремление страны диверсифицировать экономические связи, укрепить политическую устойчивость и занять более значимую позицию в формирующейся архитектуре евразийских коммуникаций. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на RegNews, чтобы быть в курсе самых важных событий и аналитики по региону Закавказья.